so much I want to say. У меня столько всего, что я хотел бы сказать. I know many of you, Потому как я знаю многих из вас. and I wanted to say I'm so happy to be here again. И еще раз хочу повториться, да, что я очень рад быть здесь снова. And from our church and from our family, we want to just say hello. И от нашей церкви, и от моей семьи я хочу сказать вам здравствуйте. Many of you know my daughter Gretchen, who was here, Может быть, кто-то помнит мою дочь, Гречин, которая была здесь, and her friend Anna. и ее подругу Анну, которая тоже была здесь 5 лет назад. And they were very upset that I didn't bring them, И они вообще расстроились, что я их не взял с собой, but they give you their greetings. но привет они все равно передали. We want you to know we love you guys. Мы действительно хотим, чтобы вы знали, мы любим вас. Both churches. Обе церкви. Our churches pray for you. Наша церковь молится за вас. We love your pastors Мы любим ваших пасторов and their families. и их семьи. And when I come here, I don't feel like I'm lecturing people I don't know. И вот, когда я сюда приезжаю, у меня нет ощущения, что я тут читаю лекцию незнакомым людям. I feel at home here, Я чувствую себя как дома. even though I don't speak Russian. И хоть я и по-русски не говорю, And so I just want to say thank you so much for having us. все равно хочу сказать спасибо вам большое, что мы можем быть здесь. I just consider it a great privilege. Я действительно ощущаю это большой привилегий. And I think we're going to have a lot of fun this weekend. Я думаю, что вот за эти 2 дня у нас будет много интересного. So today, tomorrow, Поэтому сегодня и завтра we're going to be looking at grace, мы будем рассматривать предмет благодати. the topic of grace. Вот эти истории. And here's the picture that I want to give to you as we do this. И вот какая картина, которую я хочу вам показать, когда мы это делаем. How many have been to an art museum? Многие ли из вас были, например, в художественном музее, в картинной галерее? Кто был? Нет? Был, нет. Well, I went to art school, Вы знаете, я в художественной школе учился. and so I appreciate art. И я очень хорошо отношусь к искусству. And I've been to a few museums. И я был в нескольких музеях. And I like to stare at really good art. И мне очень нравится рассматривать великие полотна. But when you go into an art museum, sometimes they will give you information. Знаете, когда вот ходишь в такой вот музей, иной раз они дают вам определенные такие вот инструкции, информационные листки. And I think it's really fun to get maybe the story about the painting or the picture. Знаете, вот мне даже нравится. Интересно, когда у тебя есть не только картина, но еще и история, как эта картина была написана, в каких обстоятельствах, что этому сопутствовало. And I feel like myself and Joel and Bill, И вот мне сейчас кажется, что и я, и Джоэл, и Билл, all we're going to do is direct the tour and point out some paintings. мы будем примерно такого плана, как, знаете, как экскурсоводы в музее, которые рассказывают вам про те картины, которые вы видите. And all of us together are going to take them in. И все мы вместе вот посмотрим на это. And we're going to appreciate how beautiful they are. И мы увидим, насколько они прекрасны. And we're going to appreciate the painter. И я думаю, что мы оценим еще и художника. Because God has painted beautiful pictures of grace. Потому что Бог написал для нас удивительные картины благодати. This book is filled with them. И эта книга, Библия, да, она наполнена этими портретами. And this room is filled with them. И знаете, вот это место, это наша комната, она тоже наполнена этим. Amen? Аминь. So, I'm just your tour guide. И поэтому вот я экскурсовод. This morning, we're going to look at a beautiful portrait of grace in a woman named Raав. И вот сейчас мы рассмотрим такой портрет, который написал нам Бог, портрет благодати женщины по имени Раав. How many of you know someone named Raав? Вы кого-нибудь знаете сейчас по имени Раав? What? No one? Никто не знает. No. No one knows a woman named Raав, but the Bible tells us about a woman named Raав
and it is a beautiful picture. Вот никто из нас не знает, да, такую женщину, которую зовут Раав. Но в Библии рассказывается нам история такой женщины, и это удивительная история. And so we're going to begin in the book of Joshua, Joshua chapter 2, И поэтому мы откроем книгу Иисуса Навина, главу 2, and verses 1 through 7. и прочитаем с 1 по 7 стихи. «И послал Иисус, сын Навин, из Ситима 2 соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. 2 юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла 2 человек тех и скрыла их, и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знаю, откуда они. Не знала, откуда они. А когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы их догоните. А сама отвела их на кровлю, скрыла в снопах льна, разложенных у нее на кровле. А посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили, после того, как вышли погнавшиеся за ними». So Joshua is about to take the people into the promised land. И вот Иисус Навин ведет людей в землю обетованную. And as he does that, he sends out the spies. И вот, когда он это делает, а перед собой он посылает вот этих вот соглядатаев, шпионов. And the Bible introduces us to this woman named Rahab. И вот нам представляет здесь женщину по имени Раав. And right away, we see why we don't name our daughters Rahab. И вот, между прочим, мы видим, почему совсем немногие называют, да, своих дочерей Раав. She's a notorious figure. А потому что, достаточно значимая такая, да, как бы женщина-то, как бы иллюстрация-то так себе. And the Bible gives her an identity. А в Библии говорится кто, да? And it's not a favorable one. И это не самая лучшая профессия, правда же? Almost every mention of her name includes the identity that she is a harlot. Практически каждый раз, когда говорят ее, в Библии говорится ее имя, говорится, что она была блудницей. The language is very clear. Вот весьма ясно сказано, правда? She is a woman who sold her body for sex. Она была женщина, которая торговала телом своим. Someone we would say, probably not the kind of woman we would, want our daughters to be. Я думаю, никто из нас не хотел бы, чтобы этим занимались наши дети. Can you imagine being known all of your life and forever as a harlot? Как вы думаете, да? Как вы вот представите, да, если бы вы были известны всю свою жизнь, и не только всю свою жизнь, да, но и навеки прославились бы как блудница? I'm sure if you or I were Rahab, we would object. Я думаю, что если бы вы или я были бы тут Раав, я думаю, что мы бы очень бы не соглашались с этим. But not only that, not only does the Bible repeatedly refer to her as a harlot, Но не только, в Библии не только повторяется, что она была блудницей несколько раз. as the story goes, we also see that Rahab is a liar. А мы также видим, что Раав, она еще и врунья. Read verse 4 again. Вот 4 стих, смотрите. Женщина взяла 2 этих человек, скрыла их, сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знаю, откуда они. She's a prostitute and she's a liar. Она и, значит, и проститутка, она еще и врунья. Whenever I think about liars, I think of my father. Я вот, когда, знаете, лжецов вспоминаю, я почему-то отца своего вспоминаю. He was famous for a very stern phrase. Он у меня такой известен за одну такую фразу. I hate liars. Он все время говорил: ненавижу лжецов. Any of your fathers talk that way? Кто-нибудь из ваших отцов так говорил что-нибудь? We don't like liars. Никому не нравятся лжецы, правда? Rahab is known as a liar. А вот Раав известна как врунья, как лжец, да? In fact, she's become the subject of controversy for thousands of years as we debate whether or not it was okay for her to tell the lie. И более того, знаете, вот тысячи лет люди обсуждают и спорят относительно того, нормально ли, что она там соврала, или ненормально. She lied in verse 4, and then she lied again in verse 5. Она соврала вот в 4 стихе, в 5 стихе она соврала.
And God made sure that all of that was recorded so that we would know she was alive. И смотрите, Бог сделал так, что это, то, что она сделала, записано для нас. И все знают, что она врала. Beyond that, she's a traitor to her own country. Более того, она вообще изменница Родины. This is what we call a high crime. Это вот, знаете, вот у нас в стране, во всех странах это практически самое жуткое преступление. This is the kind of crime that will get you killed. А вот в Америке за это вообще смертная казнь положена. When the officials came and asked about the spies, she said, "Oh, I don't know." Вот, пришли там спецслужбы к ней, говорят, вот, мы знали, у тебя шпионы были, она говорит, не знаю, куда они делись. And then she even misdirected them. И более того, она даже направила их не туда, куда надо, правда? She has these labels: Вот смотрите, сколько у нее ярлычков, да? prostitute, Блудница, liar, врунья, traitor. предательница. Have you ever been called names like that? Вас когда-нибудь так ярлычивали? Have you ever been called a name or given a label that really hurt? Бывало такое, что к вам прилипало что-нибудь такое, что очень болезненно? I remember when I was a teenager, I had a little romance with a girl. Вот я помню, что когда я был еще совсем тинейджер, да, у меня был такой роман небольшой с девочкой. I was madly in love. Я просто был влюблен вообще. But at one point I didn't treat her very well. Но был такой момент, что как-то я не очень хорошо там с ней поступил. And there was a defining moment in my life И это был такой определяющий момент в моей жизни. where she just looked at me Она посмотрела на меня, and she said, "You're a jerk." она посмотрела на меня и сказала, ну ты придурок. Now, I'm 53 years old. Вот сейчас мне 53 года. That was a long, long time Это ago. было очень давно. I still feel those words. Я все еще чувствую вот эти слова. You know what I mean? Sometimes words and labels, they hurt. Знаете, иной раз вот такие слова, такие ярлыки, они доставляют боль. They can hurt your feelings. Они, ну, как бы влияют на наши чувства. How would you like to be known as this type of person forever? Как вы думаете, да, вот, было бы вам хорошо, если бы вы были известны как вот такого плана человек навсегда? Also, we see in the scriptures and we see it in life that sometimes these labels, sometimes these words can last forever. И более того, мы видим, смотрите, да, мы видим из Писания, мы видим из жизненных историй, что иной раз вот такие вещи прилипают к людям навсегда. Not too long ago, I was working with a Christian brother. Вот не так давно я работал с одним из братьев из христиан. And he's one of those guys that's a little bit difficult to work with. И это, знаете, один из таких людей, с кем бывает трудновато работать. Right? You guys know people that are difficult to Я work думаю, что with. вы все знаете таких людей, с которыми бывает трудновато. And I was working with him at the church. Я работал с ним в церкви. And I was wanting to work with him a little bit more, kind of bring him on staff almost. Мне, в общем-то, хотелось с ним продолжать работать, и более того, даже, может быть, ввести его в, значит, вот, в состав там, руководства и обслуживания церкви. And I really liked this guy. И мне очень нравится. But a couple other pastors told me, do not work with that man. Но, вот знаете, пара других пасторов мне говорили, знаешь, ты бы лучше не связывался с ним. In fact, they both said the same thing. They said, that guy is just arrogant. И более того, они оба сказали одно и то же. Они сказали, он ужасно раздражительный. Don't work with him. It's a waste of time. Не надо, не занимайся с ним, это просто пустая трата времени. And I remember thinking, you know what? I'm thankful that God doesn't look at me that way. И я помню, что когда мне это все сказали, я думаю, Боже, спасибо тебе за то, что про меня так не говорят. That God doesn't look at my life and say, you're a jerk. Бог не смотрит на мою жизнь и не говорит мне, да ты все еще придурок. And for this brother, I loved him and I was willing to extend him grace. И вот по отношению к этому брату, да, то есть я любил его, и мне очень хотелось протянуться к нему и выдавать ему благодать. Because of that, we had a good working relationship. И вот из-за этого, да, у нас все еще с ним неплохие взаимоотношения. Here's something that's very important for us to remember as we consider Rahab and as we consider this topic of grace.
И вот что важно помнить, когда мы смотрим на, вот, например, Раав и вообще на благодать. God can change your name. Это то, что Бог может изменить вот это ваше имя. He can change what you're called. Он может изменить то, как вас называют. And He can take away the stigma or just the stain of past sins. И Он может убрать вот эту вот всю, знаете, как бы вот рану старых грехов. In Revelation 2, verse 17, А в книге Откровения, в главе 2, в 17 стихе, did you read that? You read it? Yeah. да, я сейчас прочитаю, тут говорится: «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». And I have to admit, I have no idea what that means exactly. Я честно скажу, я не очень понимаю, что именно Иисус имеет в виду. God's going to write a name on a stone, it's going to be a new name. Бог напишет имя на белом камне, и причем новое имя. But I do understand the idea that we are going to get a new name. Но я очень хорошо понимаю то, что Бог имеет в виду, что нам будет дано новое имя. I like that. Ой, мне это нравится. Because all the sin of the world and all the condition of our lives, Потому что, знаете, все вот эти вот грехи мира, все те вещи, которые есть в нашей жизни, it's all going to be gone. они наконец-то все исчезнут. We're going to be brand new. Мы будем новые, We're going to be different. мы будем другие, We're going to be like Him. мы будем такие, как Он. I just hope I get a cool name. И я жду, да, я хочу получить новое, интересное, здоровское имя. Do you know what I mean? You want to have a good name. Хотите, да? Понимаете, что я имею в виду? Хотите тоже замечательное какое-нибудь имя? I always like Luke. Вот, например, мне нравится имя Лука. I don't know, something very manly. I want a cowboy name. Мне что-то нравится, это что такое мужское имя, Лука. But we see over and over again in the scriptures how men and women, they get new names. И знаете, мы, вообще говоря, в Писании видим несколько раз, как Бог действительно дает людям новое имя. If you recall the story in Acts where Paul and Barnabas split up. Помните, да, была история, когда Павел и Варнава разделились, да, сначала шли вместе, потом Павел сказал: не пойду больше с ним. It had to do with the brother John Mark. Как бы точкой преткновения случилась история с Иоанном Марком. And Paul was critical of him and he called him a deserter. Вот, Павел, значит, критично к нему отнесся и сказал, что он дезертир. The good news is that later Paul called him helpful. Интересно, что позже, через несколько лет, Павел называет его очень полезным. The man who was once a deserter is now helpful. Был человек дезертир, а стал очень полезным. Two different names, two different Два qualities. разные имя, характеризующие человека совсем по-разному. Well, Rahab is a harlot, a liar, a traitor. Вот Раав, проститутка, врунишка, да, то есть врунья, и еще и изменница родины. But if you know the story, you know it doesn't end there. Но если вы помните всю эту историю, вы помните, что на этом все не кончается. She helped the spies, Она помогла этим шпионам, and she changed her name in doing so. и это изменило ее имя. And I hope if you're a man here, И я думаю, что вот если вы тут мужчина, you realize this has nothing to do with the particular sin that Rahab was involved in. я думаю, что вы понимаете, что тут ничего такого нету конкретно с этим грехом, который она совершила. Because that message of grace applies to every one of us. Потому что вот послание благодати, оно применимо к каждому из нас, а не только к таким. Here's how Rahab's name was changed. Вот смотрите, как было изменено имя Раав. She's now called a believer. Смотрите, сейчас ее зовут верующим человеком. Prostitute, liar, traitor, believer. Блудница, врунья, изменница, So look верующий. at, as we continue the story, look at Joshua 2, verses 9 through 13. Вот, продолжая эту историю, посмотрите, что говорится в этой же главе, но немного дальше, с 9 по 13 стихи. «И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость.
Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воды Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с 2 царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. И когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне, Господу, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего, и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. I remember the first time I read this story. Я помню, когда я первый раз прочитал эту историю, And the first time I really understood what was going on. я первый раз понял, что там происходит. Because my life is like Rahab's life. Потому что, знаете, моя жизнь, она похожа на жизнь Раава. I was a prostitute. Я был тоже фактически. Not literally a Не prostitute. буквально проституя, как бы занимался проституцией, но тем не менее. But I was an adulterer. Ну, по крайней мере, изменником-то я точно был. I was a drug addict. И наркотики употреблял. And certainly a liar. И уж, конечно, я лжец-то был тот еще. Just ask my dad. Вот спросите моего отца. But here we see something totally different in this woman. Но вот, в этой женщине вдруг мы видим что-то совершенно другое. Something so beautiful. Что-то совершенно прекрасное. Hebrews 11:6 gives us a picture of what faith that pleases God looks like. Вот в послании к евреям, в 11 главе, 6 стихе говорится нам, что это вера и зачем. Да? Смотрите. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. The writer of Hebrews identifies the person of faith as someone who comes to God. Вот смотрите, автор послания к евреям верующего человека идентифицирует как того, кто приходит к Богу. And the act of coming to God is acknowledging that He is. И сам факт того, что человек приходит к Богу, является актом признания, что Бог есть. It's an expression of faith. И это уже выражение веры. And the other element is that as we come to God, as we acknowledge that He is, we also have an expectation that He's good. И второй момент, это то, что когда мы приходим к Богу, признавая, что Он есть, мы также ожидаем, что Он добр. That's faith. Вот она вера. When we look at Rahab, what do we see? Мы смотрим на Раав, что мы там видим? We see all of those elements. Мы видим как раз все вот эти вот элементы. She knows God, Она знает Бога, or certainly she knows about Him. и, естественно, она про Него знает. I'm sure she had no idea what she was doing. Я почти убежден, что она не очень понимала, что она делала. But when the spies came to her, she honored God. Но когда вот эти вот шпионы пришли к ней, она тем, что она сделала, она почтила Бога. You can't honor someone you don't believe in. Вы не можете почитать того, в кого вы не верите, кого вы думаете нету. And if you look at how she spoke about God, И когда вы посмотрите, как она говорит о Боге, it was not some mystical God that she identified. She spoke specifically about the God of the Hebrews. это не какая-то мистическая высшая сила Вселенной, о которой можно говорить. Нет, это конкретный тот самый Бог евреев, тот самый настоящий, о котором она говорит. She knew all about Him. Смотрите, она все знает про Него. And I would just say, I think that's one of the most beautiful things in the world to see. И знаете, я бы сказал, что это одна из прекраснейших вещей в мире, которую мы видим. In fact, that's why I'm a Christian. Это, собственно, одна из причин, почему я христианин. Because when I was living that lifestyle, Потому что вот тогда, когда я жил так весело, как я говорил, the sinful lifestyle that the Bible describes as being apart from God, вот тот самый грешный образ жизни, который в Библии описан как жизнь без Бога, I had someone come into my life был человек, который пришел в мою жизнь and speak this way to me. и говорил мне вот именно это. Someone who spoke about God as though they knew all about Him. Кто-то, кто говорил со мной о Боге так, как будто он знал Его очень хорошо. And maybe, like some of you, I said, I want that. И может быть, как некоторые из вас, я в какой-то момент сказал, я тоже этого хочу. I want to know your God. Я хочу знать твоего Бога.
And that was my prayer. И вот это и было моей молитвой. I wanted to know the God that this person knew. Я хотел знать того Бога, которого знает этот человек. It's a beautiful thing. Потому как это замечательная вещь. Hebrews gives us a commentary on this whole story. Вот послание к евреям нам дается комментарий ко всей этой истории. Hebrews 11:31. Вот в 31 стихе, в 11 главе, «Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Notice, even in the New Testament, she's still called Rahab the harlot. Смотрите, в предпоследней книге Нового Завета ее все еще называют блудницей. I'm sure she would like to object to that. Ох, я уверен, что она бы хотела стереть это вообще. But notice what the writer says. He says that it's by faith. Но смотрите, что говорит автор. Он говорит, это по вере. And the whole idea of Rahab, or the whole idea of Hebrews 11, is that these men and women of old expressed faith in God. И вот вообще говоря, все то, что рассказывает вот в этом месте автор послания к евреям, это как раз про тех женщин и мужчин, которые поверили. In fact, Hebrews 11:39. Более того, смотрите, в 39 стихе, в той же 11 главе говорится, «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещания». See, the idea of Rahab's faith is not just, oh, I kind of just believe there's a God. А идея вот веры, в том числе Раав, это не то, что, ну да, Бог где-то есть. No, she believed that God was and that God was good. Нет, она верила, что Бог есть, и Он добр, и ищущим Его воздает. She had the type of faith that saves. Она как раз, у нее была такая вера, которая спасает. Rahab was a believer. Вот, Раав была верующим человеком. Harlot, Блудница, liar, врунья, traitor, предательница, believer. верующий. And it's a beautiful picture. И это удивительная картина. We also see that Rahab was rescued. Также видим, что она еще была спасательница. Again in Hebrews 11:31. Вот смотрите, опять же, в послании к евреям, в 31 стихе, It says, she did not perish. написано, она не погибла. And we see the whole reason why. It's because she expressed faith. И мы видим, почему, да, то есть потому что она поверила, And God was gracious to her. и Бог был милостив к ней. Joshua, being a representative of God, И Иисус Навин, будучи представителем Бога в тот момент, he was gracious to her. он тоже был добр к ней. And then when we go back in our text in Joshua 6, read 17. Joshua 6:17. I'm sorry, 6:17. И вот смотрите, если вернуться в книгу Иисуса Навина, только в главу 6, в 17 стихе, говорится, «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». And then verse 23, 6:23. «А город и все, что в нем, сожгли огнем, только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня». And 6:25. И смотрите, 25 стих. «В то время Иисус поклялся и сказал, проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем он поставит врата его». Rahab was saved. А Раав была спасена. Почему? Это про Иерихон, про то, что все было разрушено. На 11 вперед как раз про... Да? We got a translation issue? It's okay. Go ahead. The beautiful part of the picture is she's a believer and she's trusting in God, and because of that, she's saved. I will read one more verse. Which says that she was saved. Okay? Okay. В 24 стихе еще смотрите, да? «Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона».
You know, and one of the great things is it wasn't even just her. И смотрите, ведь не только она спаслась, да? When we read that, we read what? It wasn't just her that God rescued. It wasn't her that God saved. It was her whole family. Мы читаем, что тут произошло, и видим, что не только она спаслась, но и вся ее семья. That's a wonderful part of the picture of grace. Вот удивительная картина благодати. When I got saved, I didn't get saved by myself. Знаете, когда вот я был спасен не сам по себе, я не сам себя спасал. In fact, Bill, who's here, who's going to be teaching later, he's my cousin. Вот Билл, который будет учить попозже, он мой двоюродный брат. And Bill came to Christ before I did. И Билл пришел ко Христу до меня. But his faith was a testimony to me and to my family. Но вот его вера, она была свидетельством мне и семье моей. And then when I gave my life to Christ, И потом, когда я отдал жизнь Христу, мою жизнь, I shared my new faith with my mother and father, я поделился верой своей с моим отцом и матерью, and my brother and sister, с моей братом и сестрой, and many more people over the и years. многими другими людьми за все эти годы. Because the benefit of faith was the salvation for me and for others. Потому что, знаете, как бы вот плюсом, да, выигрышем от веры, тем, что я получил, это было спасение для меня и для окружающих меня. It's a beautiful part of the picture. И это прекрасная часть всей этой картины. God saves us and He saves others as well. А Бог спасает нас и вокруг нас людей тоже. It's a demonstration of His great grace. Это, видите, это демонстрация такой великой благодати. So, Rahab's now a believer. She's now saved. Вот, Раав теперь верующая, она спасена. We also see that Rahab was declared righteous. И мы видим, что Раав провозглашается праведным. To me, it's like the craziest thing. Для меня это просто самая сумасшедшая, самая безумная вещь. Because we know all about her, Потому что вот, мы все это про нее знаем. right? Правда же? We know all of her sins. Мы знаем все ее грехи, которые были. Well, most of them, at least. Ну, большинство, по крайней мере. She's sexually immoral. Она была просто аморальна абсолютно. She probably led to all kinds of trouble for other families. Возможно, она очень много проблем другим людям создала. She's a liar and a traitor. Она была врунья и предательница, And yet, in the Lord's hands, но в глазах и в руках Божьих she not only becomes something incredibly beautiful, but God says, you're right. Но она стала не только прекрасной, да, но Бог сказал, ты права. The woman who was wrong is declared right. Женщина, которая была неправой, стала правой. This is the message of grace. Вот послание благодати. Rahab didn't do a bunch of good things in order to be right. Раав не делала много каких-то вещей, чтобы заслужить эту праведность. She trusted in God and was declared right. Она просто доверилась Богу, и это вменилось ей в праведность. James writes about this in James 2:25. Вот Иаков пишет об этом James 2:25. во 2 главе, в 25 стихе. «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатая и отпустив их другим людям?» The work that Rahab did was trusting God. Та работа, то дело, которое сделала Раав, это было упование и доверие Богу. And as her righteous act expressed her faith, И вот, когда этот поступок праведности выразил то, что она верила, да, выразил ее веру, God declared her right. Бог принял это как праведность и провозгласил это праведность. You know what? This is the same thing He did for me, and the same thing He has done for you or wants to do for you. А то же самое Бог сделал для меня, и то же самое делает для вас, или хочет еще сделать для вас. He wants to change your name, Он хочет изменить ваше имя. and I'm thankful for that. И знаете, я благодарю Его за это. My wife has never called me a jerk Моя жена никогда меня придурком не называет. because she loves me. Потому что она меня любит. Because the life that I live now is different. И потому что жизнь, которую я живу сейчас, она, в общем-то, отличается от этого. Because by grace, God's changed it, Потому что благодатью Бог это поменял. given me a new life Он дал мне новую жизнь, and a new name новое имя. and a witness for His glory. И свидетельство о Его славе.
a witness of His grace. свидетельство о Его благодати. The last thing I want to look at И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, is perhaps a fourth name that we could call Rahab. это, пожалуй, такое четвертое имя, которое мы можем дать. And it's probably, when I think about it, it's the one that gives me chills. И вот знаете, это такое имя, когда я думаю о нем, оно, наверное, дает мне самую высокую поддержку. Because she's blessed. Потому что она благословенная. Do you feel blessed by God? Вы чувствуете, что вы благословенны Богом? I mean blessed by the God of the universe. Благословлены Богом Вселенной. He calls you His child. Он называет вас своими детьми. The Bible tells us that He's expressed His love for you and I by sending Christ. А в Библии говорится, что Бог выразил любовь свою, показал любовь свою к нам тем, что отправил Христа к нам. The greatest picture of all. Это самая великая картина любви, которая может быть. Many of you know this, but I want to look at Matthew chapter 1. Я думаю, многие из вас знают это, но хочу, чтобы вы еще раз открыли, не открыли, а посмотрели на Евангелие от Матфея, 1 главу. This is one of those boring parts of the Bible. Это одна из таких скучных вещей в Библии, да? It's just one of those lists of names. Там, где просто генеалогии перечисляются, куча имен. Смотрите. Matthew 1, 5 and 6. Соломон родил Вооза от Раава. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Есея. Есей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывшую за Урию. Think about it for a second. Вот подумайте вот об этом на секундочку. Here's a woman who lived a completely immoral lifestyle. Женщина абсолютно с аморальным образом жизни. She certainly didn't live as you or I would want to live, or as we want our children to live. И она явно жила не так, как кто-нибудь, вы или я хотели бы, чтобы наши дети так себя вели. No, it's in spite of her sin. И смотрите, но несмотря на то, что она такая It's была, in spite of her failure. несмотря на то, что она понаделала столько ошибок, In spite of the truth of her own lifestyle and her own actions. несмотря на вот эту горькую правду о ее жизни и о ее поступках, For all time and eternity, вот навсегда и в вечности, this woman is blessed. эта женщина благословлена. She's the great-great-grandmother of King David. Она прапрабабушка царя Давида. Are you kidding me? Ничего себе. What an honor. Вот это честь. And here she is, not just the great-great-grandmother of David, И она не просто прапрабабушка Давида, but she's in the lineage of Jesus. но она еще и в генеалогии Иисуса, в прямой линии. That's grace. Вот это благодать. This absolute grace. Это просто абсолютная благодать. She doesn't belong in that list, wouldn't you say? She doesn't belong in this list. Она не заслуживала того, чтобы попасть в этот список. She's not someone we would pick to be a relative of Jesus. Явно, глядя на нее, мы бы не выбрали ее в родственники Иисусу просто так, да? Or of King David. Или даже в родственники царю Давиду. We probably wouldn't even want her in our family, Мы, наверное, даже не хотели бы, чтобы в нашей семье была такая. based on her notorious sins. Вот, основываясь на ее естественных грехах. But this is what God does for us. Но вот то, что Бог делает для нас. He takes sinners and changes their lives. Он берет грешников и меняет их жизнь. He gives us a new name. И Он дает им новое имя. He gives us a future and hope. И Он дает им будущее и надежду. And then beyond all the saving and the changing that He does, И еще и плюс все вот эти вот спасения, изменения, которые Бог делает. He brings us into His own family. И плюс к этому Он приводит нас и вводит нас в свою семью. I absolutely love this. И мне это очень нравится. Я люблю это. As we consider the picture of Rahab, Вот когда мы смотрим на иллюстрацию вот эту с Раав, as we consider the grace that's extended to the sinner, когда мы видим вот эту благодать, которая простирается к грешникам, I want to remind you that this is the grace that has come to you.
Я хочу напомнить вам, что это та благодать, которая пришла к вам. I think sometimes we can get caught up with those past things. Я, знаете, думаю, что иной раз мы застреваем в прошлом. And we kind of have an attitude that, well, God can only use me this much. Вот у нас возникает такое ощущение, что Бог может использовать меня, но только вот столько. Or maybe God can only love me this much because, yeah, He knows those things that I did. Или Бог вот может любить меня только вот столько, потому что, вот вы посмотрите, что я только там не наделал в прошлом. And what this story tells us is, yeah, He does know. И вот эта история говорит о том, что да, Бог знает, что вы там понаделали. And I'm really thankful that He didn't put it in a book for everyone in the world to read. И я вот очень благодарен Богу за то, что Он в книгу то, что я наделал, не написал. Amen? Даже. But He gives us grace. Но Он дает нам благодать. And Rahab's story is our story. И вот история Раав — это наша история. And though our flesh and the devil is always there to accuse us, И несмотря на то, что и плоть наша, и дьявол, они всегда рядом, чтобы обвинять нас, always there to remind us of those things that we did, они всегда рядом, как бы напоминать нам про то, что мы наделали такого в нашей жизни. the Lord wants us to hang on to that grace. Бог хочет, чтобы мы держались за благодать. He wants us to trust Him in the way that Rahab did. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему и уповали на Него так, как это делал Раав. And as we do that, as we believe in Him, И вот, когда мы так делаем, когда мы верим Ему, He rescues us. He declares us righteous. Он спасает нас, Он провозглашает нас праведными And He blesses us. и благословляет нас. Even with blessings we absolutely could never deserve. Даже такими благословениями, которые мы никогда бы не заслужили. He does it because He's good. Он делает это, потому что Он благ. It's a beautiful picture. И это удивительная картина, красивейшая. So remember that. Поэтому помните это. And let the past go. И пусть прошлое пройдет. The things that you formerly did. И те вещи, которые вы когда-то сделали, Drink His grace. пройдут. Просто пейте благодать. The second thing I would say is that we need to be gracious to others. И второе, то, что я хочу сказать, это то, что мы должны быть благодатными, добрыми к другим. I think all of us have a weakness as human beings. Я думаю, у каждого из нас есть какие-то слабости, как у всех людей. To put labels on other people. Знаете, ярлык приклеить элементарно. We discriminate. Вот мы дискриминируем людей поэтому. We discriminate based on race. Вот, а бывает дискриминация, основанная на расовых признаках. We discriminate based on preferences. Мы можем дискриминировать людей на основании их каких-то предпочтений. Even personalities. Даже просто на основании личных характеристик. And we can be quick to say, oh, that person bugs me. Вот, и мы очень быстро можем сказать, вот этот человек, вот это такой, She's irritating. а этот раздражительный, He's lots of trouble. а этот приносит проблемы. Watch out for that guy. He's nothing but trouble. Берегитесь их, не хотите проблем, не надо их рядом. Don't do that. Не делайте это. Certainly, we have issues. У каждого из нас есть особенности. But let's remember God's grace. Но давайте помнить о благодати Божьей. Let's be hopeful for one another. Давайте надеяться на лучшее друг о друге. The Bible tells us to encourage one another. В Библии говорится нам, чтобы мы поддерживали и вдохновляли друг друга. To be patient with one another. Чтобы мы были терпеливы друг к другу. Because the truth is, this painting that God is doing, Потому что истина-то в том, что вот эта картина, которую Бог рисует, it's not finished. она еще не закончена. He's not finished with you. He's not finished with me. Ни с вами не закончена, ни со мной. And yet, He's just a faithful painter. И Он верный художник. One little paint stroke at a time, He's changing our Вот. lives. А мазок за мазком, Он меняет нашу жизнь. And He's making us into a glorious picture. И Он рисует из нас великую картину. And it's never going to be a picture where it's like, oh, look at how wonderful that guy is. Но это никогда не получается так сразу, да? Мы смотрим, говорим, о, смотрите, какой замечательный. Look at how wonderful that woman is. Какая замечательная же женщина. The picture, when it's accurately painted and accurately understood, Вот, эта картина, она очень аккуратно нарисована и очень аккуратно бывает понимаема. is always going to give glory to the painter. Она всегда дает славу художнику. And it's always going to celebrate His good grace. И глядя на нее, мы будем праздновать Его благодать. Amen.
Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за эту картину, за то, что, Господь, благодать Твоя, она все побеждает, она все меняет. И Ты, Господи, не глядя на то, что было когда-то, можешь дать нам новое имя, если мы просто полагаемся на Тебя. Благослови нас, Господи, этим. Направь нас, укрепи нас, сотвори нас заново, Господи. Направь нас на дела добрые, наполни нас благодатью и любовью Твоей. Благослови, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.